Всем привет, с вами Виктория Ню. В этом видео речь пойдет о гелевых лайнерах от компании Beauty Lux. Посмотрим на их пигментацию, посмотрим, на что они в принципе способны. И, конечно же, протестируем в стемпинге. Если вам интересно, оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. Мне на обзор прислали 4 набора. Каждый набор в фирменной коробке, при этом он еще так вот зафальцован хорошо пленкой. В каждом наборе 6 цветов, всего в коллекции 24 цвета, и на каждый из них мы сегодня посмотрим. На стеклянном флаконе указан состав, меры предосторожности, срок годности после вскрытия. Также есть наклейка, обозначающая серию и номер каждого гель-лака. Также на флаконе есть смотровое окошко, через которое, собственно, видно цвет того геля, который находится внутри флакончика. В первом наборе серии LX представлены цвета от 1 до 6 номера, и тут в основном классические оттенки. В каждом флаконе линейная кисть, сама кисть упругая, я бы даже сказала жесткая, и мне поначалу было совсем непривычно ею работать. Для того, чтобы нарисовать более или менее тонкую линию, геля на кисточке должно быть очень мало, поэтому приходится вот прям очень много раз так вот обтирать кисточку о горлышко флакона, то есть так, чтобы в самой кисточке геля осталось прям вот совсем-совсем чуть-чуть. По пигментации к данным гелям у меня вообще нет никаких вопросов, тут все отлично. По пигментации данные гели, это, знаете, как гель-краски. А вот по консистенции они ближе к гель-лакам. В описании к товару продавец предупреждает, что данные гели нужно наносить очень тонким слоем, так как в данных гелях высокое содержание пигмента, и из-за этого могут возникать проблемы с полимеризацией. Данная информация меня ничуть не напугала, а наоборот – пробудило во мне еще больше интерес к данному товару. Все дело в том, что раньше я очень часто тестировала обычные гель-лаки от компании Beauty Lux в стемпинге. И я знала, что гель-лаки от этого бренда отлично подходят для стемпинга. Но они не настолько пигментированы. То есть на светлых оттенках они хорошо смотрятся, а вот на темных оттенках, я не говорю прям о черном, да, скажем, даже на красном, пигментации не хватает. А тут, то есть именно от компании Beauty Lux гель-лаки вот прям с очень хорошей пигментацией. Предупреждение от производителя по поводу наносить тонким слоем также меня ничуть не испугало, потому что мы с вами знаем, что стемпинг рисунок, как правило, очень тонкий. К стемпингу мы еще вернемся, пока предлагаю вам посмотреть на цвета второго набора. Тут представлены 6 разбеленных оттенков. Кстати, по поводу кисточки. При желании ее можно остричь, тогда контролировать подачу геля будет намного комфортнее и линии будут получаться намного тоньше. Гели плотные, укрывистые по консистенции, кремообразные. После полимеризации на поверхности не образуется дисперсионного слоя. И как я уже говорила, такая консистенция отлично подходит для стемпинга. Гель-лаки между собой отлично смешиваются, не обязательно приобретать наборами. Можно по отдельности приобрести классические оттенки, серебристый, золотистый, и путем смешивания расширить палитру. К тому же, если в вашем арсенале есть гель-лаки, которые не могут похвастаться пигментацией, достаточно во флакончик добавить несколько капель этих гелей, и ваш старый гель-лак заиграет новыми красками. В отзывах покупателей я наткнулась на несколько комментариев о том, что данные гели плохо просыхают. Таких комментариев немного, тем не менее они есть. По своему опыту могу сказать, сколько я тестировала,
данные гели. Вот как они набирались на кисточку, так я и пыталась там что-то нарисовать. И все они замечательно заполимеризовались в лампе 48 Вт в течение 60 секунд. Ну а мы тем временем плавно переходим к третьему набору, и тут представлены оттенки от 13 до 18 номера. В этом наборе по большей части неоновые оттенки. Камера немного искажает цвет. В реале 13, 14, 15. Они такие более яркие и насыщенные цвета. Почему же изначально данные гель-лаки я рассматривала именно для стемпинга? Сейчас кто-то скажет, есть гель-краски специально для стемпинга, и зачем, как говорится, заморачиваться. Я с вами согласна. У меня также есть отличные гель-краски для стемпинга от компании Beauty комфортно ими работать, но есть такая небольшая проблемка. Гель-краски для стемпинга, как правило, идут в баночках без кисточки. И то есть, когда вы работаете, то есть отпечатывать рисунок вам нужно, и каждый раз достается кисточка. Для того, чтобы поменять цвет, нужно взять либо еще одну кисточку, либо очистить предыдущую. Та же самая эпопея при создании реверсивного стемпинг-рисунка. То есть мы отпечатываем рисунок одним цветом, раскрашиваем другими цветами, и каждый раз нужно либо очищать кисть, либо под рукой иметь несколько кисточек. А тут в каждом флаконе своя кисть. И для нанесения геля на пластину для стемпинга, и для раскрашивания стемпинг рисунка, на мой взгляд, кисточки хорошо подходят. Ну а то, что это пигментированные гель-лаки, при раскрашивании стемпинг рисунка расход материала будет просто минимальный. При этом тонкий слой будет получаться. Ну и представляю вашему вниманию четвертый набор. Тут представлены цвета под номерами от 19 до 24. В этом наборе обратите внимание на золотистый, серебристый и медный оттенки. Многим девочкам нравится именно для стемпинга использовать обычные лаки для стемпинга. Я их прекрасно понимаю, сама такая же. В моей коллекции довольно такая большая палитра цветов обычных лаков для стемпинга. При использовании обычных лаков для стемпинга, думаю, ни для кого не секрет, то, что такие лаки быстро сохнут. При раскрашивании стемпинг рисунка мы каждый раз добавляем капельку, еще капельку, потому что, опять-таки, лак быстро высыхает. Также при закреплении стемпинг рисунка, который был сделан при помощи обычных лаков для стемпинга, ну, либо раскрашен обычными лаками для стемпинга, мы осторожничаем так, чтобы не смазать этот стемпинг рисунок. А вот у данной гели, ну вот лично для меня, только один большой минус. В качестве именно лайнера для рисования тонких прямых линий мне совсем не понравилось. Одна линия получается тонкой, другая толстой. Хочу нарисовать прямую, получается кривая. В общем, это совсем не мое. Но тут стоит отметить, что для меня, в принципе, рисовать тонкие прямые линии, это всегда сложно было. И до сих пор сложно, вне зависимости от того, какие я там кисточки бы не использовала. Поэтому я не исключаю того, что у вас все может отлично получиться. Ну а в стемпинге работать данными гелями просто песня. На пластину для стемпинга я нанесла немного геля, скрапером убрала лишнее и отпечатываю рисунок на штамп. Как вы сами сейчас можете видеть, рисунок на прозрачном силиконовом штампе скатываться особо не торопится. Тем не менее, прежде чем перенести рисунок на типс, либо ноготок, его нужно чуть-чуть заполимеризовать. Достаточно будет 5 секунд. При этом, если бы я хотела отпечатать еще одну лошадку,
а дополнительную порцию геля на пластину наносить не нужно. Данными гелями замечательно отпечатываются как линейные стемпинг-рисунки, так и полые стемпинг-рисунки. После того, как мы перенесли рисунок на типс, либо ноготок, нужно продолжить процесс полимеризации до 60 секунд. В принципе, стемпинг-рисунок очень тонкий, и он быстро просыхает. Но вот на всякий случай я все-таки полимеризовала в течение 60 секунд в 48-ваттной лампе. Так как это гель-лак, мы можем создавать цветные слайдеры про запас. И потом уже эти слайдеры использовать в дизайнах. Можно и в верхние формы эти слайдеры выкладывать, ну или сразу на ноготок после перекрытия цветом. На прозрачный силиконовый штампик я отпечатала 2 сапога, сделала подложку при помощи обычного клея для фольги. Это для того, чтобы именно на прозрачном силиконовом штампе можно было раскрасить рисунок гель-лаком. Предварительно полимеризую рисунок в лампе в течение 5 секунд, и можно переносить уже готовый рисунок на типс или ноготок. При этом стоит отметить, что слайдер получился тонким, он полностью принимает форму типса и нигде не торчит. Все можно перекрывать дизайн топом. И вот тут я вам показываю, насколько слайдер получается гибким. Он, конечно, не тянется, не пластичный, но тем не менее. Делать такие слайдеры про запас можно не только на силиконовом штампе, можно также использовать простой силиконовый коврик. При этом хранить такие слайдеры можно в папке «Файл», ну, либо между листами палитры. При этом храниться такие слайдеры будут долго, в любой момент можно достать и использовать их в дизайнах. Также данные пигментированные гель-лаки можно использовать для рисования френча. Я рисовать френч не умею, так что прошу извинить меня и строго не судить. Я единственное хотела показать вам вот пигментацию, насколько белый цвет под номером 02 перекрывает черный типс. Ну и после 60-секундной полимеризации все замечательно просохло и можно перекрывать топом. Ну что ж, вот такое видео у меня в итоге получилось. Надеюсь, я была для вас хоть чем-то полезна. Если так, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. А я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!